Я думаю, многие слышали о такой американской актрисе, как Барбара Стрейзанд. И хотя сама она давно уже ушла с первых полос газет, эффект Стрейзанд, названный в ее честь, жив до сих пор. В начале 2000-х эта актриса пыталась в судебном порядке запретить публиковать фотографию ее поместья на берегу океана и, кроме того, требовала оштрафовать автора снимка на баснословную сумму в десятки миллионов долларов. До суда это фото никому не было нужно. Но вот на фоне скандала интерес возрос настолько, что об этом доме на берегу узнали даже те, кто не хотел об этом знать в принципе во всем мире. Так появилось одно из неписанных правил интернета. Чем больше усилий вы прикладываете к изъятию информации, тем больше она распространяется. Нечто подобное произошло с французским президентом Макроном. Вместо того, чтобы обсуждать решимость европейцев в поддержке Украины, общественное мнение сейчас сосредоточилось на выяснении обстоятельств вероятного употребления наркотиков главами Франции, Германии и Британии в поезде во время визита в Киев. Кадры агентства Associated Press показывают, как Макрон демонстрирует ловкость рук при появлении прессы и, растерянно улыбаясь, украдкой убирает некий белый сверток, а Мерц прячет что-то похожее на соломинку. Все трое при этом выглядят очень смущенными. После появления версии о том, что на самом деле там прятали кокаин, дело дошло даже до официального опровержения. Елисейский дворец в социальных сетях обвинил во всем врагов и официально сообщил, что их президент просто сморкался в эту салфетку. Процитирую сообщение. Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит настолько далеко, что выставляет простую бумажную салфетку, похожей на наркотики. Эти фейковые новости распространяют враги Франции как за рубежом, так и внутри страны, говорится в этом заявлении. Но газета «Либерасьон» из Франции пошла еще дальше и 11 мая выпустила большое опровержение, где назвала подобные публикации о кокаине в поезде выгодными для Владимира Путина. Нет, Макрон не прятал кокаин, гласит буквальный перевод заголовка этой статьи. В целом же французские СМИ как бы сплотились вокруг своего президента и дружно обвинили во всем Россию, в том числе и в распространении ложной информации. Несмотря на то, что первыми заподозрили неладное как раз западные читатели и блогеры, которые посмотрели это видео. Самое смешное, что Либерасьон прямо указал, что именно смутило всех в этой ситуации. Цитирую. Согласно этим теориям, у Фридриха Мерца даже была соломинка, с помощью которой он мог кайфовать. Эти обвинения в теории заговора сопровождаются утверждениями о том, что западные элиты развращены и подходят к войне безответственно. В точку. Ведь это именно то, что беспокоит всех здравомыслящих людей в Европе, в России и в США, да во всем мире. Все помнят визит в Киев экзальтированного Бориса Джонсона и его предложение «давайте просто воевать». Тогда это закончилось срывом мирных переговоров, которые давали Украине хоть какой-то шанс. Спустя 3 года страна на пороге тех же переговоров, но в гораздо худшей позиции. А все благодаря вот таким друзьям Зеленского. Можно опубликовать 100 тысяч опровержений и заявлений о том, что Макрон не нюхал наркотики. Но раз это нуждается в пояснениях, то, может быть, этому виной его имидж и его решение? В конце концов, если бы эту салфетку со стола убирал любой другой ответственный лидер суверенного государства, представьте себе, никаких подозрений и близко не возникло бы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла нелицеприятную правду о нравах высшего света европейской дипломатии. В 2022 году, пишет она, я спросила одного западного посла, как же вы можете поставлять оружие неуравновешенному наркоману Зеленскому, он же много лет на кокаине. И получила ответ. Для Евросоюза это нормальное явление. Многие главы западных государств употребляют, написала с возмущением Мария Захарова. Комментарии здесь, наверное, излишни.